Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана, я косметолог, и сегодня вы узнаете, как в домашних условиях очень быстро оживить самую дряблую увядающую кожу. Сегодняшняя маска улучшает цвет лица, хорошо тонизирует кожу. Маску можно нанести как на кожу лица, на кожу шеи, на кожу зоны декольте, также и аккуратными вбивающими движениями. Нанести эту маску можно на кожу вокруг глаз, не заходя на слизистую оболочку. Маска подходит для всех типов кожи. Для достижения наилучшего эффекта сделайте эту маску 2 или 3 раза в неделю, чередуя ее с другими масками, рецепты которых вы можете найти на моем канале. После применения этой маски поделитесь своим впечатлением и напишите свой отзыв в комментариях. И давайте приступим. Для сегодняшней маски нам понадобятся простые доступные ингредиенты. Возьмите крахмал. Можно использовать кукурузный крахмал, также хорошо подойдет и картофельный крахмал. Если у вас нет сухого готового крахмала, вы можете взять сырой картофель, натереть его на мелкой терке и использовать кашицу для приготовления сегодняшней маски. Возьмите 1 чайную ложку крахмала без горки. Крахмал отлично уплотняет кожу, делает ее упругой, эластичной, улучшает тургор кожи, хорошо подтягивает в момент подсыхания. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобятся жирные сливки либо сметана. Если у вас очень сухой тип кожи, возьмите сливки или сметану высокой жирности. Если у вас жирный тип кожи либо комбинированный, то эту маску можно делать на основе минеральной воды либо простой кипяченой воды. Я использую для сегодняшней маски молоко. Нужно взять 1 чайную ложку молока либо жирных сливок или сметаны в зависимости от вашего типа кожи. Тщательно взбейте все компоненты. Соблюдайте не только рецептуру приготовления домашних масок, но и порядок добавления компонентов. От этого будет зависеть качество маски и тот эффект, который она окажет на вашу кожу. Тщательно взбейте компоненты так, чтобы получилась однородная, приятная консистенция без комочков. Крахмал и молочные продукты очень хорошо между собой взаимодействуют. И в момент приготовления домашних масок не торопитесь, тщательно взбивайте ингредиенты. Следующий компонент для этой маски нам понадобится имбирь. Имбирь можно использовать как уже готовый, сухой. Также можно использовать и корешок имбиря. Можно взять корешок имбиря, натрите его на мелкой терке, используйте кашицу для приготовления сегодняшней маски. Имбирь отлично осветляет кожу, хорошо улучшает тургор кожи, обменные процессы в эпидермисе кожи будут более активными. Также имбирь хорошо тонизирует кожу и улучшает цвет лица. Нужно взять небольшое количество имбиря на кончике чайной ложки и тщательно смешайте все компоненты. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится глицерин. Глицерин – это маслянистая, прозрачная, бесцветная жидкость, без запаха, со слегка сладковатым вкусом. Глицерин – отличный увлажняющий компонент, который доступен, и использовать его в домашнем уходе рекомендуется для зрелой увядающей кожи. Не наносите глицерин в чистом виде, так как он активно впитывает влагу. Но добавляя глицерин в различные маски и кремы, вы заметно увлажните свою кожу. Нужно взять также 10 капель глицерина. И также тщательно взбейте все компоненты до получения приятной консистенции. В момент приготовления домашних масок не торопитесь, тщательно взбивайте компоненты так, чтобы они хорошо взаимодействовали между собой. От этого будет зависеть качество маски и тот эффект, который она окажет на вашу кожу. И следующий ингредиент для этой маски нам понадобится косметическое масло. Можно использовать косметическое масло виноградных косточек, зародышей пшеницы. Если у вас очень сухой тип кожи, то для сегодняшней маски используйте масло кокоса. Можно использовать кокосовое масло как пищевое, так и косметическое. Масло кокоса отлично смягчает кожу, убирает шелушение, убирает сухость. Если у вас комбинированный тип кожи, либо жирный, то используйте более легкое масло с низкой комедогенностью. Можно использовать масло виноградных косточек, зародышей пшеницы. Также заменить эти косметические масла можно на оливковое масло, либо масло подсолнечника. Также возьмите 10 капель.
И тщательно взбейте все компоненты до получения приятной однородной консистенции. Маска очень легкая. Эту маску можно хранить в холодильнике в закрытом виде до 5 дней и использовать в недельном уходе, чередуя ее с другими масками, рецепты которых вы можете найти на моем канале. Перед нанесением маски подготовьте свою кожу, сделайте кислотный скраб или пилинг. Возьмите 3 или 4 таблетки ацетилсалициловой кислоты, это обычный аспирин. Размочите их водой комнатной температуры. Нанесите эту кашицу на умытую влажную кожу лица. Также можно сделать кислотную скатку на кожу шеи, кожу зоны декольте. Не наносите кислотную скатку на кожу вокруг глаз. В течение 3 минут сделайте скрабирующий массаж. Оставьте еще примерно на 1 минуту на лице аспирин. Затем смойте водой комнатной температуры, промокните махровым полотенцем и приступайте к нанесению домашних масок. Для жирного типа кожи кислотную скатку нужно делать 1 или 2 раза в неделю, для сухого типа кожи 1 или 2 раза в месяц. Если на коже имеются участки, поврежденные куперозом, то кислотное очищение можно сделать более облегченным. Просто нанесите размягченный аспирин, оставьте на 3 минуты до подсыхания и смойте водой, не растирая и не делая скрабирования. Эту маску нужно нанести в 3 слоя. После нанесения первого слоя маска очень быстро впитается, поэтому сразу нанесите последующие слои. Держать маску нужно не более 20 минут. Затем размягчите лицо влажным махровым полотенцем и смойте водой комнатной температуры. Нанесите питательный или увлажняющий крем. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами, для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всех люблю, целую, обнимаю, всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.